Смотрите, сегодня будет очень важная для меня тема, возможно ли Agile без технического совершенства. Во-первых, обсудим, я подальше буду говорить, это громко, что такое вообще техническое совершенство, потом про принципы Agile немножко поговорим, потому что это очень важно технически, ну и потом сделаем вывод. Давайте немножко обо мне, не знаю, видно или нет, я специально думал, что будет светло, я сделал потемнее фон. Я с 2011 года занимаюсь всякими изменениями компании, то есть начинал с маленькой командочки, когда работал, кстати, с госсектором, с водными ресурсами, потом побольше, потом компанию поменял, ну и в конце, вот перед тем, как уйти в свою компанию основать, я работал в большом банке нашем, который у нас Agile. Привет, коллеги. Вот. И, собственно, я очень люблю Scrum всей своей душой. Вот я даже сертифицировался на второй уровень, Professional Scrum Master, скоро буду третий уже сдавать, там дальше будет еще у меня путь. Вот. И мне всегда не нравилось, что когда объясняют Scrum, забывают про Agile, про принципы, а самое главное, забывают про технические принципы. Что они там есть. Изначально вообще, когда было много лет назад про Agile, там у них было физическое разделение, то есть были несколько колонок, типа для людей, для продукта, для технической составляющей. Поэтому сейчас об этом поговорим. Вот, видите, о чем поговорим. Технические Agile принципы, это я все наложил на жизненный цикл продуктов, я схематически нарисовал прибыль, затраты, и в конце попробуем вместе ответить, я данные вам скажу, попробуем вместе ответить, вообще вот с техническим совершенством Agile вообще живет, мы можем с ним жить или что-то из этого можно выкинуть и не тратить время. О чем мы точно сегодня не поговорим? Точно не поговорим о конкретных инженерных практиках, DevOps инструментов и Agile подходов. То есть я постараюсь сегодня не сваливаться в обсуждение скрама и точно не буду рассказывать ни про какие там парные программирования, программинг и все такое. Вот. Смотрите. Техническое совершенство. Technical excellence. Я честно пытался найти точное определение этой штуки в интернете, потому что он присутствует в принципах, но этого слова нигде нет. 195 миллионов упоминаний в Google, но его нету. Нету ни одного определения, что это такое. Кто-то пытается найти technical excellence даже в фото-хобби. То есть если это там, не знаю, я чего я только не повидал. Я не все 195 миллионов посмотрел, где-то около того. И часто путают с perfection. То есть если у нас останется время, мы еще обсудим это, разницу между excellence и perfection. Вот. Для себя я вывел такую фразу, что техническое совершенство – это именно стремление к созданию технически лучшего продукта, технически идеального, именно стремление. При помощи всех практик, договоренностей, правил и гайдлайнов. Мы о них не забываем. То есть мы их используем как инструмент, но мы именно стремимся к тому, чтобы наш продукт был самый лучший с своей технической стороны. Давайте теперь перейдем, собственно, к манифесту. У него 4 ценности, 12 принципов. Нас 4 ценности сегодня не так интересуют, они больше про человеческие взаимоотношения. Да и 12 принципов, на самом деле, вот их тут много, они нечитабельны на самом деле. И они больше про, часть из них, про взаимоотношения, про создание окружения, чтобы людям работа было удобно, творить, такие исследователи. А технических то только 4. Прям напрямую технических. Сейчас о них немножко поговорим. Постоянное внимание к техническому совершенству и хорошему дизайну способствует, улучшает agility. Если мы будем что-то быстро менять, общаться с рынком и при этом не следить ни за дизайном со стороны лица нашей программы, продукта, и не за технической составляющей, не за архитектурной, то, скорее всего, мы в итоге разобьемся обо все. Я попытаюсь это чуть позже доказать. Поставляем рабочий продукт постоянно, начиная от 2 недель, от нескольких недель до нескольких месяцев, смотря на более короткий срок, то есть попытаемся покороче. Это очень хорошо бьется с предыдущим, то есть мы постоянно пытаемся деливерить что-то, чтобы проверить, а правильно мы это делаем. И если мы не будем создавать инфраструктуру под это, мы, скорее всего, сломаемся. Либо будем делать все очень на костылях. Третье. Вот я очень люблю, обычно на всех тренингах вызывает очень много холиваров. Мы приветствуем изменения, даже на последних стадиях разработки Agile процесс позволяет кастомеру использовать эти изменения как конкурентное преимущество. То есть мы постоянно меняемся.
Про что это с технической стороны? Что мы продукт не замораживаем, не создаем код ради кода. Если человеку уже, если вначале, как вот до этого тут был спикер утром, что мы, по-моему, из госуслуг, что мы в начале года даем какие-то задания, а к концу года мы на год умнее. И если у нас релиз раз в год, к концу года нам уже не нравится то, что мы писали в начале года, и такие, не, ребят, нам это не надо. А тебе с другой стороны говорят, вот тут в бумажке написано, вот так и будет. Я такой, нет, блин, ну мы же бежим в этот рынок, поменялся, мы же бежим уже в конец света. Нет, мы все тебе заделируем. Ты еще деньги нам заплатишь за это. Вот. И последнее, что работающий продукт – это главная метрика прогресса. Тут с обоих сторон хорошо. Это дисциплинирует людей, которые пишут код, и очень хорошо показывает людям, которые им пользуются, что что-то работает. Вернее, что если что-то будет другое, у нас главным измерителем, это будет очень странно, что у нас продукт не работает, но при этом офигенная первая страничка. Она самая быстрая, она быстрее всего грузится за 0,01 секунду. Но типа дальше нельзя пройти. Вот. Теперь перейдем поговорили про Technical Excellence, поговорили про технические составляющие манифеста, мы к ним будем еще возвращаться. Теперь как живет продукт? Схематически обсудим. Вот у нас как мы зарабатываем. Вначале у нас ничего нету, ничего не происходит, мы как-то пытаемся, иногда даже в минус, но я решил так упростить lifecycle. Вот, потом мы выходим на пик, зарабатываем, в какой-то момент у нас начинается отток пользователей, и мы такие, ну ладно, до свидания. Что происходит, когда мы пытаемся это сделать по agile? У нас agile пытается этот горбик, вот этот вот горбик, превратить реально в большой горбик. То есть, чтобы мы сразу быстро начали делать то, что, это, сразу скажу, это идеальная картина, как бы к этому хотелось стремиться. Что мы хотим сразу зарабатывать, что мы делаем нужный продукт, тот, который на рынке очень полезен людям. И вот видно, что, ну, какая разница может быть, к чему мы все это делаем. Теперь как мы тратим. Это график простой довольно стоимости внесения изменений в код, ну и поддержки, собственно, архитектуры, кода, там всякое разное может быть. Туда все входит. И, собственно, видно, что в концу, ну, по сути, здесь уже там, конец проекта, даже продукта, когда нам легче что-то новое придумать, чем вносить изменения в этот код. И что делают все инженерные практики? Помогают поддерживать качество кода и отодвинуть этот как бы конец света, образно говоря, подальше. А желательно, чтобы у нас конец света совпал с тем, когда мы перестанем уже получать прибыль. Ну, в какой-то момент понимаем, что у нас хороший код, но, к сожалению, продукт никому не нужен. А не то, что у нас хороший продукт, идеальный, но мы тратим несколько миллионов долларов на его поддержку всех профессионалов, которые есть. Вот, собственно, тяжелый график. Сейчас я немножко его подкрашу. Смотрите. Это минимальная площадь прибыли, ну, такой самотек, когда мы ни процессом не занимаемся, как продавать, ну, ничем, ни рынок не слушаем, ну, или как-то слушаем, но он как-то у нас проходит, ни за кодом не следим. А вот идеальный вариант. Всем бы хотелось, конечно, второе. Да и мне бы тоже, наверное, хотелось, чтобы так все продукты существовали. Все продукты делались для рынка, а не просто так. Но давайте вернемся к agile с использованием инженерных практик. Предположим, это у нас идеальный мир. Мы классно следим за кодом, мы классно учим ребят кодить на разных языках, они у нас классные, да и рынок мы слушаем. Но как мы зарабатываем быстро? Мы с помощью обратной связи, так называемый feedback loops с рынка, каждый раз вносим изменения. Каждый раз мы постоянно вносим изменения в код, ну вообще в продукт, чтобы получать больше денег. И это, как ни странно, увеличивает стоимость поддержки, потому что часто изменения, они могут привести к необратимым последствиям, особенно если у вас команда большая. Ну как большая? Ну, не будем сваливаться в скрам. Вот. И, собственно, можно снизить частоту изменений. И вроде бы как это логично, то есть мы можем чуть подольше релизиться, зато все хорошо будет. Но, к сожалению, тогда мы не будем agile уже вообще в принципе. Мы нарушим этот принцип, и мы, скорее всего, зарабатывать будем уже меньше. И в итоге у нас что получается? Как я вперед графика бегу, классно. Что у нас практики договоренности, планки качества, все, что вот входит в это желание делать лучший код чистый и как костыли не делать, там, сегодня именно, вот сегодня костыль, а завтра я буду жить идеально. Он помогает agile жить.
вообще без них никак. Без этих штук вообще жить невозможно, потому что в какой-то момент мы упремся в предел изменений, каждая секунда изменений будет нам стоить дороже, чем мы там на ней зарабатываем. И в итоге у нас получается вот такая вот перетягивалка. Мы со стороны процессных всяких штук, вещей пытаемся оптимизировать те данные, которые к нам приходят с рынка, и это Agile помогает именно со стороны общения с пользователем, с бизнесом, то, что они вместе работать должны, то, что мы коллаборируемся с этим, с пользователем, а не тыкаем в заказ. А с другой стороны, мы должны все это поддерживать классным кодом, который может отвечать запросам рынка, по сути. Потому что здесь, на самом деле, это так не будет, если мы не будем отвечать. Здесь будут какие-то такие прыжки безостановочные. Мы хорошо зарабатываем, плохо зарабатываем, хорошо зарабатываем, плохо зарабатываем. И самое главное, что баги могут убить все. Ну, по сути, у меня все.